Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и сегодня, ребят, мы с вами поговорим, почему людей так привлекает негатив. Я все больше сталкиваюсь с тем, что я вижу, что в социальных сетях и в Инстаграме, и на Ютубе многих людей раздражает приторность блогеров. В общем, им не нравится, что слишком все идеально. Идеальная жизнь, идеальная семья, там дети, муж, регулярный отпуск за границей, идеальные тела, и все такой успешный. И люди хотят больше реальной жизни, больше какой-то драмы, больше каких-то событий. И люди даже отписываются от этих блогеров, потому что они их кого-то раздражают, кого-то вводят в депрессию. И сейчас все больше набирают популярности видеоролики и там инстаграм-посты, где есть какая-то драма. Вот кто-то кому-то изменил, развелись, что-то плохое произошло, вот какой-то трэш такой, и это то, что собирает больше всего просмотров, собирает больше всего реакций, и людям нравится это обсасывать, рассказывать, обсуждать, высказывать свое какое-то мнение на сей счет. В общем, люди любят это, действительно любят. И вот знаете, что я думаю по этому поводу? Не знаю, я вот вспоминаю себя, как бы я ни жила, хуже гораздо, чем сейчас я живу. И я не помню такого момента в своей жизни, чтобы я смотрела на счастливых людей, как бы там ни было, по-настоящему несчастливы, либо не по-настоящему, если они транслируют счастье, да, неважно, где, на какой платформе, чтобы меня это расстраивало, либо раздражало. Я, если честно, такой человек, что я, наверное, никогда этого не пойму, как счастье других людей может расстраивать тебя самого, даже с учетом того, что у тебя, например, дела обстоят не так хорошо. Меня всегда вдохновляла и, наоборот, радовала красивая картинка. И неважно, что это какое-то искусство, красота природы, красота человека, красота жизни, образ жизни. Ну, то есть просто все, что визуально красиво, эстетично, приятно, то, что вызывает какие-то позитивные эмоции, счастье, мотивацию, когда ты видишь, что люди радуются, что они чего-то достигают, что они совершенствуются, что они создают красоту в себе и вокруг себя, и я не понимаю, как это может раздражать, ведь это, наоборот, прекрасно. Давайте, ребят, попробуем углубиться в человеческую психологию и понять, почему так многих раздражает идеальность и, наоборот, привлекает всякий трэш. К сожалению, очень многие люди испытывают злорадство, то есть они радуются от того, что другие люди испытывают неудачи. Когда-то статья в New York Times приводила некоторые научные исследования злорадства, которое обозначалось как наслаждение от чужих неудач. Так вот, в ходе исследования было выяснено, что за злорадством стоят три движущие силы. Это соперничество, агрессия и справедливость. Действительно, очень много работ было основано на социальном сравнении, на идее того, что когда вокруг человека кто-то испытывает какие-то неудачи, то наблюдатель сам себе кажется лучше таким образом. Очень много злорадствующих людей имеют низкую самооценку. Это все обусловлено тем, что когда человек более успешен, он представляет некую угрозу для самоощущения этого человека. И вот как раз-таки наблюдение падения в скобочках могучего, это является некоторым неосознанным источником утешения для этого человека. Почему я говорю неосознанным? Потому что действительно не все люди осознают, что они испытывают это злорадство. То есть иногда оно очень явное, а иногда человек сам себя не понимает. Он не понимает, почему, скажем, у него поднялось настроение от того, что там у его друга случилась какая-то неприятность. То есть не все люди даже хотят сами себе признаваться в этом. То есть это не то, что, да, там человек такой, а пойду-ка я получаю удовольствие от того, что у моей знакомой произошла какая-то беда. На самом деле это может произойти машинально. Вы узнали о какой-то проблеме там у знакомых, и у вас просто потом поднялось настроение, вы как будто, может быть, увереннее в себе стали. То есть это уже говорит о том, что человек испытывает злорадство. Также эксперимент, который проводили в 2006 году, показал, что мужчины получают удовольствие, когда они видят, что плохие люди страдают. То есть у них включались центры удовольствия в тот момент, когда они думали, что кто-то получает электрошок заслуженно. Но на женщин это не распространялось, то есть женщины от этого удовольствия не получали. Также сканирование мозга человека показало, что злорадство очень тесно связано с завистью. То есть по уровню зависти можно было даже предугадать степень злорадства. О следующем эксперименте я хочу вам рассказать чуть подробнее. Когда-то исследователи из Лейденского университета где-то в Нидерландах провели такой эксперимент. Они отобрали 70 человек, 40 женщин и 30 мужчин, они все были студентами, и они провели тестирование среди них, чтобы определить их самооценку. После чего они им дали прочитать 2 интервью. В первом речь шла об очень талантливом студенте из их университета, который благодаря своим талантам, заслугам гарантированно получит какую-то крутую должность в очень крупной фирме. Затем им дали прочитать второе интервью, где уже руководитель этого студента писал о том, что этот студент все-таки
все-таки провалился, он допускал какие-то серьезные ошибки, из-за чего он не получит той должности, которую должен был получить. И ученые предполагали, что те студенты, у которых самооценка гораздо выше, что они будут испытывать гораздо меньше злорадства, нежели тех, у которых самооценка ниже. Но в итоге, на удивление, абсолютно все студенты испытывали одинаковую степень злорадства. Но ученые на этом не остановились, и они решили продолжить эксперимент и дополнить его. Они взяли половину студентов и сделали все для того, чтобы повысить их самооценку. И сделать так, чтобы они не испытывали никакой угрозы от их талантливого однокурсника. После чего они провели повторное тестирование, и в ходе которого оказалось, что те студенты, которым повысили самооценку, они уже больше не испытывали никакого злорадства. А в то время как остальная половина студентов, они по-прежнему его испытывали. Поэтому этот эксперимент доказал, что все-таки самооценка, уверенность в себе очень взаимосвязана со злорадством. Действительно, те люди, которые более уверены в себе, они испытывают злорадство гораздо реже. И наоборот, люди, у которых очень низкая самооценка, которые не уверены в себе, они просто нуждаются в неудачах других для того, чтобы чувствовать себя лучше. Уверенные в себе люди, у которых высокая самооценка, конечно же, они сфокусированы больше на своей жизни. Они делают все, чтобы решать свои проблемы, чтобы улучшать качество своей жизни, чтобы что-то делать для себя, для своей семьи. Безусловно, мы все люди социальные, мы смотрим на других, мы общаемся с другими, мы фолловим друг друга в соцсетях. Но в чем отличие уверенного в себе человека от неуверенного в себе? Первый, его не будут задевать какие-то события, которые происходят у других людей. Он не будет просто так ненавидеть публичного человека за что-то. Не знаю, драмы, события, они не будут у него вызывать бурные реакции, потому что это неадекватно, потому что у него в приоритете его жизнь, жизнь его родных, близких, друзей, то есть он весь в этом. А уже то, что происходит у других людей, да, ты узнаешь какую-то информацию, но ты на нее так не реагируешь. А человек, у которого очень низкая самооценка, который не верит в себя, вся его жизнь, она состоит больше из жизни других людей. Вот что у них произошло, это влияет на его настроение, на его самоощущение и так далее, потому что он не верит в себя, он как будто считает себя недостойным, что у него в жизни. То есть все настолько плохо, что у человека как будто нет жизни, и он просто питается какими-то эмоциями от других людей. Но знаете, самое главное — осознавать это у себя. Вовремя увидеть, что что-то в жизни не так, и попытаться это исправить. Опять-таки, это от уровня осознанности зависит. Например, если говорить про публичных людей, наверняка все знают Оксану Самойлову. У нее, кажется, в Инстаграме более, 12 миллионов подписчиков. Я иногда смотрю ее профиль, потому что мне нравится ее фигура. Очень красивое у нее тело, особенно с учетом того, что она уже родила 4-го ребенка, так она вообще великолепно выглядит. Знаете, я просто, когда захожу почитать комментарии, иногда бывает любопытно, у меня просто волосы дымом стоят. Там просто такое пишут, и ты думаешь, господи, как так? Как можно быть такими злыми? Окей. Думаешь, может быть, это какие-то тролли, может быть, это глупые дети, может быть, душевно больные люди, а потом ты заходишь на эти профили и понимаешь, что нет, это обычные люди, взрослые дяди и тети, у которых тоже есть дети, и они среди нас. И когда, знаете, осознаешь тот факт, что эти люди живут в нашем обществе, что это и есть наше общество, просто страшно становится, серьезно это. И самое ужасное, что люди даже не осознают свою злобу, свою зависть и выставляют ее на всеобщее обозрение, а со стороны это выглядит просто жалко. Это самое уместное слово здесь, просто жалко. Знаете, иногда смешно ты читаешь, но в то же время грустно от того, какие люди, на каком они еще уровне своего развития находятся. Грустно это больше все-таки, чем смешно. Я обратила внимание, как реально огромное количество женщин просто ждут, не дождутся, когда у Оксаны испортится фигура. Первого ребенка родила. Да нет, никакого живота, никакого лишнего веса, фигура идеальна. Ничего, вторым забеременел, тут точно фигура испортится. Нет, она все равно идеальная. 3-я беременность, отлично. 4-я беременность, тоже фигура хорошая, и женщинам это просто не дает покоя. И это прям видно, ты читаешь и прям видишь это. Я же говорю, я уже много лет наблюдала за ее профилем и наблюдала такую тенденцию. Это очень прискорбно. Зависть, она просто ужасна. И думаешь, как вообще можно хотеть, чтобы у человека что-то испортилось?
фигура, семья разрушилась, не знаю, что-то сломалось, что-то стало хуже. Как вообще можно этого хотеть? Ну, насколько нужно быть вообще ничтожным человеком, жалким, чтобы просто хотеть что-то плохого для другого человека, тем более для человека, который вообще никак с тобой не связан, просто какой-то человек. Когда у нее произошло горе с ее мужем, когда там был какой-то скандал, да, они якобы должны были разводиться, что-то там, какая-то драма, просто, знаете, ленивый не пропиарился на этой теме, и это тоже, на самом деле, очень низко, на мой взгляд, да, безусловно, когда ты публичный человек, блогер, когда ты там рассказываешь о чем-то, тяжело такие вещи скрывать, да, безусловно, ну, как бы нужно делиться с какими-то моментами со своей аудиторией, все равно очень противно смотреть на то, как каждый обсасывает эту тему, сует свой нос туда, дает какие-то непрошенные советы, пишут какую-то ересь, пишет какие-то неуместные, просто некорректные комментарии, там, я уже не говорю про оскорбления и так далее, и тоже думаешь, вообще, кого это касается, почему это вас касается, это чужая личная жизнь другого человека, почему вообще туда нос свой суете, и думаешь, неужели действительно у людей такая скучная, неинтересная жизнь, и ты понимаешь, что действительно, да, люди не являются главными персонажами в своей жизни, там является вот главным персонажем Самойлов. А есть еще одна категория людей, так скажем, сопереживающих друзей. Представим, что есть какая-то девушка, пусть она будет Оля, например. Вот у нее счастливая семья, ребенок, и в какой-то момент что-то пошло не так, она развелась с мужем, и у нее есть подруга, у которой, например, нет своей личной жизни. И, конечно же, подруга очень сопереживает Оле, с радостью выслушивает все детали того ужаса, который она пережила, расставания, развода, утешает ее, и все там, ну вот, хорошая подруга. А потом в какой-то момент Оля встречает мужчину, который безумно влюбляется в нее, сделает ей предложение, и в этот момент подруге уже становится не очень интересно проводить время с этой Олей, когда все круто. Вот вы сами понимаете, есть такая категория людей. Либо возьмем, например, вторую ситуацию. Какой-то некий Коля, он лишился работы, попал под сокращение и оказался с финансовыми трудностями. Его друзья, конечно же, его поддерживали, даже дали ему деньги взаймы. Но потом, в тот момент, когда Коля придумал какой-то свой стартап и заработал много денег и стал миллионером, почему-то в какой-то момент друзьям стало некомфортно с ним находиться, уже неинтересно. И почему так происходит, ребят? Ну, дело, опять-таки, в скрытом злорадстве и порой неосознанном. То есть человек себя не чувствует столь ущербным, потому что он видит, что у кого-то еще хуже, чем у него, и это дает ему чувство какое-то некого превосходства, радости и так далее. И действительно, человек такое существо, что ему сложно порадоваться, когда у другого человека что-то даже лучше, чем у него самого. Многие готовы реально день и ночь напролет выслушивать там нытье какое-то, сопереживать и даже помогать, тем самым повышая чувство собственной значимости, что я такой классный, у меня не так все плохо, во-вторых, вот я даже помогаю, и этот человек даже делает больше для себя, для своего собственного самоощущения, а не для другого человека. Ну, это не совсем искренне. Поэтому настоящие друзья — это те, которые действительно без злорадства воспримут ваши какие-то проблемы, и когда у вас, наоборот, все будет круче, чем у них, они искренне за вас порадуются. Если вы, ребята, в себе что-то такое замечаете, на самом деле это хорошо, потому что это говорит о том, что вы осознаете, что действительно есть такая проблемка, все мы люди, все мы испытываем периодически деструктивные какие-то мысли, эмоции, кто-то чаще, кто-то реже, кто-то умеет это осознавать и вовремя пресекать, и как-то переключаться, кому-то нужно учиться. Также хочу вам сказать, что когда я, например, испытываю какие-то трудности, когда я ведь тоже обычный человек, который испытывает какие-то деструктивные, плохие эмоции, но мне очень помогает медитация с этим бороться. Это успокаивает, это позволяет, не знаю, как-то очиститься от всего плохого и быть позитивным, быть воодушевленным, иметь ресурс продолжать заниматься собой, своей жизнью, делать какие-то дела, что-то создавать. Наше психологическое состояние очень важно. Ну, это вот как физическое здоровье, так и ментальное здоровье. Это одинаково важно для человека, но, к сожалению, человек больше все-таки думает о своей фигуре, нежели о том, что у него в душе, что у него в голове. Но менять себя довольно просто. Достаточно следовать алгоритму, который проходили до вас тысячи людей. Как та еда, которую вы потребляете, формирует ваше тело, так и вся та информация, которую вы воспринимаете, впитываете в себя, те эмоции, которые вы позволяете себе испытывать, они формируют ваше ментальное состояние. Поэтому это то, что будет влиять на вашу реальность. Поэтому, конечно же, все начинается с осознанности того, о чем вы думаете, как вы себя ведете, какие эмоции вы испытываете, вы все это можете контролировать. В общем, ребят, даже если
если вы скептик и не верите в то, что медитации помогают, все равно попробуйте. И на самом деле тут нет никакой магии, волшебства, чего-то сверхъестественного, это только наука, и все продвинутые компании сейчас используют медитации для повышения концентрации, творческого потенциала своих сотрудников. Я бы сказала, что сейчас это один из самых простых и доступных способов, как можно привести свое психоэмоциональное состояние в норму. Помните о том, что все, что с нами происходит, все события в нашей жизни, они не являются черными и белыми, как мы привыкли, да, нам привычно так все делить. На самом деле все, что бы с нами ни происходило, оно является нейтральным, и только мы сами это окрашиваем в тот или иной цвет, который соответствует нашей картине мира. И на самом деле мы можем все это контролировать для того, чтобы улучшить наше психоэмоциональное состояние, чтобы улучшить качество нашей жизни. Поэтому главное, начните эту работу над собой, и все будет круто. И старайтесь, ребят, не погрузнуть в мусоре, который есть на интернет-пространстве. Все драмы, какие-то плохие события, трэш-контент. Такого много на Ютубе и в Инстаграме. Старайтесь от этого абстрагироваться, старайтесь отписываться от всего негативного. На этом, ребята, у меня все, а мы с вами скоро увидимся. Пока!